Гиены окружили старого льва. Казалось, что для него все кончено. Но один человек узнал хищника и понял, что обязан вмешаться. В западной части заповедника, возле каменистых холмов, рейнджер Даниил заканчивал вечернее патрулирование. Вдруг справа раздались рев и визг. Он повернулся и замер. Огромный лев с густой темной гривой застрял головой в развилке старой акации. Но это была лишь часть беды. Вокруг него уже кружила стая из 6 голодных гиен. Они медленно сужали круг. Их вела крупная самка с рваным пятном шерсти на боку. Она первой бросилась вперед и оставила на бедре льва кровавую рану. По правилам, рейнджеры не вмешиваются в жизнь дикой природы. Но Даниил все же сорвался с места. Он выстрелил в воздух и закричал. Гиены разбежались, однако не ушли далеко. Альфа-самка внезапно прыгнула и вцепилась ему в предплечье. Рейнджер выстрелил под ее морду, ранив лапу, и стая, наконец, скрылась в траве. Когда все стихло, он понял, что рация разбита, а патроны закончились. Он остался один, с раненой рукой и застрявшим львом. Подойдя ближе, Даниил заметил на щеке зверя старый шрам в форме полумесяца. Именно из-за него он и вмешался. 6 лет назад молодой рейнджер едва не погиб, оказавшись на пути стада слонов. Тогда из травы вышел мощный лев и зарычал, отвлекая животных. Слоны погнались за ним, и один из бивней оставил на его щеке глубокий шрам. Благодаря этому Даниил тогда выжил. Теперь настала его очередь вернуть долг. Он нашел крепкую ветку и использовал ее как рычаг. Почти 20 минут он давил на сухое дерево, терпя боль в раненой руке. Наконец акация тихо треснула, и лев резко дернулся. Его голова освободилась. Хищник был слаб, но все же пошел рядом с человеком. По дороге через заросли на Даниила внезапно напал леопард. Но старый лев мгновенно ударил его мощной лапой и прогнал обратно в чащу. К вечеру они вышли на равнину, где лежал львиный прайд. Молодой самец поднялся навстречу человеку, но старый лев шагнул вперед и встал между ними. Несколько секунд они смотрели друг на друга, после чего молодой лев медленно отошел. Прайд расступился, пропуская их. У базы ветеринар Сара перевязала руку рейнджеру и обработала раны льва. Через несколько недель его выпустили на спокойный участок заповедника. Иногда Даниил навещает старого хищника у реки. В последний раз лев лежал под большим фиговым деревом. Когда рейнджер подошел, огромный зверь вдруг тихо и протяжно замурлыкал, как домашняя кошка. За всю жизнь Даниил не получал более искренней благодарности.